Добрый день, друзья! С вами Андрей Максименко. Сегодня мы с вами будем готовить вино. Сразу скажу, что этот процесс не быстрый. Сегодня 17 октября. Процесс это долгий, будем постепенно вести хронологию. Вино будет где-то готово к середине декабря. То есть, примерно к Новому году мы будем пить прекраснейшее молодое вино виноградное. Значит, существует такое понятие, как гаражное вино. То есть вино сделано в домашних условиях, в гараже, то есть не требующее никаких особых приспособ. То есть виноград, тара, что еще, сахар, ваше желание и душа. Все. Я научу вас делать квартирное вино. То есть это еще проще. Вино делается в условиях быстрое. Я еще раз повторюсь, вино будет готово где-то к декабрю месяцу. Мы с вами пройдем постепенно все этапы этого приготовления. Сегодня 17 октября, первый этап. То есть у меня есть виноград. Виноград Изабелла. У нас на Кубани этот виноград, это самый простой виноград, не требующий там укрывания на зиму. Он растет практически в каждом дворе. Вот мне брат сказал: Андрюха, приезжай, есть виноград, забери вина сделаешь. Я вот поехал, забрал у него виноград. Значит, что мы делаем? Берем тару. Это обычный пластиковый бутыль. Лучше стекло. Все говорят, пластик, как так можно, что-то там впитывает, не впитывает. Я вино готовлю лет 5 по вот этой технологии в пластике. Я вам сразу скажу, ничего он никуда не впитывает. Хотите в стекло, возите в стекле. Здесь просто тара легкая, удобная. Вот это 11-литровый баллон. Первое, что мы делаем, мы просто виноград берем и обрываем губки вот на вот такой баллон. Вот я тут уже оборвал половину. Просто берем и обрываем. Причем, что я хочу сказать, чем меньше будет в винограде воды, вот смотрите, вот собранный виноград, да, рекомендуют мыть, там не мыть. Я, честно говоря, не мою, потому что вино особо воду не любит. И даже вот перед тем, как сюда сыпать виноград, значит, если это новая банка, ничего страшного. То есть у меня они уже там, с прошлого года вино здесь было. То есть там может остаться какой-то от прошлого года вина, там грибок завестись за год, она не мытая была. То есть мы ее моем с содой. Сода убивает все грибки. И потом обязательно сушим, чтобы там не оставалось капель. То есть виноград мы обрываем в сухую тару. Хотите мойте, в принципе, наверное, ничего там страшного, но я не люблю, когда вода. Один раз у меня вино прокисло. Я посчитал, просто вот для себя вывод сделал, что, наверное, это было из-за того, что там была лишняя влага. Поэтому я виноград не мою. Все равно, когда оно будет цедиться, процеживаться, вся грязь, то есть, во-первых, грязь вся выпадет в осадок. Мы его трогать не будем, мы будем с осадка снимать. Вино все будет фильтроваться. То есть, все то, что есть здесь, грязь какая-то, пыль там, что я не знаю, это все уйдет. Вино у нас будет чистейшее. Таким образом. Итак, мы наполнили нашу банку. Заполнять доверху ее не надо, заполняем вот на такое, сколько здесь, 2/3. Это расстояние нам нужно будет для того, чтобы когда вино начнет бродить, чтобы оно то есть, не переваливало за края. Значит, вот на такую банку, здесь 11 литров, вот так заполнено, мы высыпаем 700 грамм сахара. Это объем сахара, вот этот, он у меня вымерен уже годами, что ли. Я пробовал больше, пробовал меньше. Вообще рецепт такой, то есть вино засыпается сюда, вот на такую банку, 1,5 килограмма сахара, оно стоит 52 дня. Я так пробовал. 52 дня оно, во-первых, не выстаивает, оно отбраживается раньше, перчатку начинает засасывать. То есть что-то успел снять, и когда оно нормальное получилось, если я не успел снять, превратилось в уксус. Значит, путем экспериментов я вывел 700 грамм сахара вот на такую банку. И мы не держим какое-то определенное время. Я смотрю по тому, как вино выбродится. То есть сюда натянется перчатка. Перчатка, когда раздутая, понятно, оно еще бродит, играет. Когда она упала, оно выбродилось. Когда начинается процесс поглощения вообще всего, то есть она начинает всасываться, тут вакуум создается. Вот когда только первые вот эти моменты вакуума появились, это вино выбродилось. Это мы с вами все будем рассматривать по ходу, брожения. Я буду через определенное время комментировать вещи, процесс, который проходит вот этих
Я вот в эту банку не засыпаю, у меня есть вот такая кега пивная, она на 30 литров. Я вот такие банки ссыпаю туда и, соответственно, засыпаю пропорционально сахар. Вот там у меня уже 2 банки в ней есть. Вот я сейчас высыплю туда 3-ю банку. Воронка приспособилась к 19-литрового бутыля. Очень удобно. Также засыпаем сюда неполную кегу, оставляем где-то 1/3. Чтобы сахар у нас равномерно распределился, то есть вот мы высыпали немножко, ну, высыпем часть сахара сюда. Опять досыпем. Веточка. Еще досыпем чуть-чуть. Ну и остальное высыпем. Все, вот мы высыпали. Сахар досыпаем. Здесь у меня получается 3 вот таких банки, соответственно, получается 2 килограмма 100 грамм сахара. Вот примерно вот уровень. Вот больше не надо. Удалим воронку. Ну и вот это вот дело можно немножко перемешать, чтобы сахар растворился. Все. Отставляем к стене. Вот у нас готовое вино. То есть вот у нас получилась вот такая банка. Мы просто вот ее перемешаем, чтобы сахар равномерно распределился. Все. Отставляем ее к стене. Надеваем на нее перчатку. Я вот закрепляю изолентой всегда, потому что брожение будет бурным. Даже придется в пальцах перчатки иголкой сделать проколы. Но это потом я вам все покажу. Таким образом как бы укрепляем. Все, вот в таком виде мы это дело оставляем и просто наблюдаем, как оно будет бродить. То есть, как вы поняли, да, давить губки ничего не надо. Примерно, ну, где-то дней 35, вот оно будет здесь бродить, играть, там перчатка будет надуваться, а потом сдуваться. В общем, все по ходу дела я вам буду все рассказывать. Вот это первый этап. Все, мы его оставляем в покое. Единственный момент, просто я сейчас дообрываю виноград, вот 3 еще таких кеги поставлю. Вино, значит, должно стоять, температура примерно 18-25 градусов, больше не надо. Ну, я думаю, редко у кого в квартире 25 градусов, это уж слишком жарко даже для самих постояльцев, жильцов. Вот, 18-25 градусов. Идеал 20 градусов, 22, вот это идеальная температура для брожения будет. И закрыть какой-нибудь, не знаю, там накидкой, тряпкой. В общем, чтобы туда не попадал свет. Ну вот у меня, во-первых, кеги темные. Это уже плюс. Но я все равно укрою еще там покрывалами. То есть то, что есть дома. Не надо никаких приспособ. И получится прекраснейшее вино. Ну на этом пока все, первый этап. Итак, друзья, вот я обработал весь виноград. У меня получилось вот таких банок. Здесь 3, здесь 3, то есть 6, и вот 7, 7 банок. Одел перчатки, вот пошел уже процесс брожения, то есть надевается. Теперь просто, чтобы не было света, мы вот таким образом их покрывалом стянем.
Вот так вот. Ну, здесь можно прищепками, там проволокой, кто что может. Вот этого будет достаточно. Все, и вот так мы оставим в этом состоянии и будем наблюдать, пока оно выбродится. Итак, все, друзья, сегодня у нас 20 октября, то есть прошло 3 дня после того, как мы с вами поставили вино бродить. Вот в таком виде оно у меня стоит. И сейчас я покажу процессы, которые там происходят. То есть мы откроем вот этот вот баллончик. Поставим. Вот смотрите, что происходит. Здесь уже выделился сок. Вот граница. То есть идет брожение. Вот смотрите, друзья. Вот уже с него выделился сок. То есть мы виноград не давили. В чем прелесть вот этого квартирного вина? Не надо его давить. Это нету запаха. Есть запах небольшой, но это вообще незначительно. Его практически не. Вытяжку включите, он весь уйдет. То есть у нас выделился сок. Процесс у нас пошел. Я вот периодически раз в неделю вот это вот вино, сейчас 3 дня прошло, я просто открыл посмотреть, идет ли процесс. Процесс пошел, ягода начала оседать, она начала становиться мягкой, начала жухнуть. То есть раз в неделю нужно брать вот так вот. И как бы вот видите, сверху ягода, она может высохнуть. Просто брать вот так вот и как бы всю ягоду вот в этот сок вот так вот перемешивать. Все. И ставим назад. То же самое мы делаем с большим баллоном. Почему я показал вам на том примере? На большом баллоне особо не видно, они у меня темные. То есть, ну вот как тут можно посмотреть. Вот смотрите, вот граница сока. Тоже сок пошел, процесс пошел, перчатка надута. Ну, в принципе, перчатка надута, процесс пошел. Просто вот верхняя ягода, которая есть, нам надо не давать ей сохнуть. Раз в неделю можно это перемешивать. Можно раз в 5 дней. То есть берем, вот так баллончик наклонили немножко, покрутили его вот так. О, булькает так приятно, а запах какой. Ох. Все. И назад. Точно так же проверяем следующий баллон. Ставим. Посмотрим, сколько у нас сока. Сок почти полный. Вот сок пошел. Точно так же мы его берем. Ускорим процесс брожения, так сказать. И назад. Все. Закрываем таким же образом, как он был закрыт. То есть у меня просто покрывало, стянутое проволокой. Ничего замудряться тут не надо. Простейший способ, вкуснейшее вино. И так оставляем еще на неделю. Через неделю повторим точно такой же процесс. Это будем мы делать до момента, когда вино выбродится. То есть остальное я вам покажу попозже. Вот таким образом. 5 ноября. Все. Наше вино отбродилось. То есть получается стояло у нас 24 дня. 17 октября мы поставили его. Сегодня 10 ноября. Вот перчатки упали. Даже уже начали засасываться. Тут главное не опоздать. Если вино отбродилось, его нужно срочно снимать. Потому что оно может превратиться в уксус. Вот сейчас мы будем его отдавливать, отжимать. Для этого вообще ничего хитрого не надо. Вот у меня такая емкость. Таз, я сюда виноград положу. Вот я приспособил пивная кега, вырезал с 20-литровки такую лейку, 20-литровой бутыли, примотал скотчем, вот марлю, будем сюда сливать первоначальный сок. И потом просто отдавливать. В общем, я сейчас все покажу. Вот смотрите, смотрите, во что у нас превратился виноград. Вот, то есть был просто виноград. Мы насыпали сахар, он отбродился. Смотрите, виноградный сок. Это чистейший виноградный сок. То есть здесь вино, это чистейшее вино. Просто, мы дальнейшим способом будем его убирать с осадка, осветлять. И, это все вы увидите. Вот, пока мы сейчас его просто отожмем. Сейчас мы сливаем вино в эту емкость. То есть мы отделяем сок от ягод.
Просто через марлечку, чтобы туда не попадало. Но это не фильтрация, марлю я поставил просто для того, чтобы туда виноград не попадал. Это, конечно, густая консистенция. Конечно, в идеале, если у кого-то есть пресс, то это все делается через пресс. У меня, так как у меня производство небольшое, я делаю это вот таким образом. Просто через марлю отжимаю. Сильно не стараюсь, потому что, ну, вот таким образом, видите, налил. Да, это процесс не быстрый. Ну, торопиться нам некуда, мы хотим получить хороший продукт. Вот я отжал, вот этот жмых я беру просто вот и вот эту емкость его ссыпаю. Жмых мы не выкидываем ни в коем образом. Я потом расскажу, что с него делать. Конкретно я сделаю с него коньяк. Получится отличный коньяк, настоянный на дубе, как положено. Самое просто, что можно с него сделать, это сделать чачу. Получится прекрасная чача. И я это буду сейчас все делать, я вам все покажу. Мы вот так отдавливаем все 3 наших баллона. Немножко неустойчиво, конечно, но мы будем аккуратны. Да, желательно застелить все пленкой, потому что капли вот этого вина, они очень тяжело отмываются. Это все натуральное. Это получится прекрасный продукт. Я что еще хочу сказать. На этом этапе вот можно попробовать вкус. Если, например, для вас будет оно кисловатое, если, конечно, сильно сладкое, уже вряд ли вы чем-то исправите. А если кисловатое, то можно, вот когда мы полностью отожмем, насыпать туда сахара еще. И поставить дображивать также на перчатку. То есть вы сделаете себе вкус. У меня вот этот, я просто уже знаю, какой это вкус, меня это очень устраивает, и мне больше не надо. Итак, друзья, вот в результате всех наших манипуляций у нас получилось вот такое количество вина. Ну, по 11 литров, да, грубо говоря, 22, здесь 6, ну 4, ну вот 26 литров. Что еще раз повторяю важно. Вот я себе отлил тут. Запах супер, цвет мы еще пока не увидим, над цветом мы будем работать. То есть мы определяем на этом этапе, какой мы хотим добиться вкус. Я еще раз повторяю, я не люблю сухое вино. Если бы нужно было приготовить сухое вино, я бы вообще сахар не сыпал. Просто виноград бы перебродил, получилось кислое сухое вино. Я не люблю такое. То есть я вот по 700 грамм как сыпал в предыдущем, я вам показывал. Получается прекрасный полусладкий вкус полусладкого вина. По крепости вот сейчас, ну где-то, наверное, градусов 12-15. Я что хочу сказать, с каждым переливом будет крепость потихоньку уходить. Ведь мы вино же делаем не для крепости, а для того, чтобы насладиться вкусом и полезностью этого продукта. Поэтому она будет постепенно уходить, и уже на окончательном этапе у нас останется примерно градусов 10. А вкус просто прекрасный. Вот я вам скажу, молодое вино, его уже можно употреблять. Отлично. Вот в таком, что еще важно, баллоны заливаем под завязку. Вино уже не играет, пузырьков нет, вино отбродилось. Вот то, что мы сейчас вот это делаем, называется, мы ставим его на осадок. То есть сейчас на этом этапе мы будем ждать, например, вот 2-3 дня оно постоит, осадок сел. Это я буду все показывать потом. Мы его сливаем. Опять стоит. Короче, добиваемся того, чтобы в вине не было осадка. А пока мы вот так его закрываем. Здесь крышка с углублением. Поэтому в итоге оно будет под завязочку. Важно сюда сейчас не допускать воздух. Вот. И убираем его в прохладное место. Нам уже температура не нужна. Брожение у нас закончилось.
Чем удобны вот пластиковая тара? Вот, например, здесь не полно. Я просто возьму, сейчас его прижму вот так. Пожалуйста, получилось полно. Вот и все, я убираю на балкон. Вот у меня такой хозбалкон. Здесь у меня тут инструмент висит. Вот я поставил вино. Ну, через примерно 4 дня, наверное, буду делать первый слив. На улице градусов, наверное, 12-15. Я даже вот так открою окно. Вот так, кому интересно, тут вот у меня риба сушится. Удочки, шмудочки. Короче, хозбалкон. Вот. Дня через 3-4 буду делать первый слив с осадка. То есть осадка будет, наверное, в каждом баллоне, ну вот так, наверное, вот по риску это точно. Вот вина получится еще меньше. Но так зато это офигенный, качественный продукт. Это чистый виноградный переброженный сок. Здесь нет ни воды, ничего, сок и сахар. Готовьте вино. Как мы поставили вино на осадок, чтобы осадок осел. Вот у нас примерно что получается. Вот на дне осадок. Такой более розовый. Вот он примерно по вот эту фишку. Вот его видно. Сейчас мы будем сливать, снимать это вино с осадка. Это будет первый слив. То есть мы сольем через фильтр. Ну, фильтр самый обычный, марля в 4 слоя. Все. Это первое переливание. Переливать мы будем его до тех пор, пока вино не станет прозрачным, пока совсем не останется осадка. То есть постепенно, сейчас перельем первый раз. Будем смотреть по мере выпадания. Осадок выпал опять. Еще раз перелили. Выпал, еще раз перелили. И так до минимума. Берем обычный шланг. Вот такой шланг. И сверху начинаем его туда переливать. Постепенно введя по стенке, чтобы было видно, когда мы доходить будем до осадка. Сейчас все увидите. Здесь можно и глотнуть. Ну, таким образом по фильтру льем. И по стеночке ведем. Сейчас мы это вот приглушим немножко. И отберем себе на пробу. Мы же должны знать, что там у нас получается. То есть вот я по внутренней стенке вижу, где у меня конец ходит, чтобы до осадка его не доводить. В принципе, вино не сильно мутное, светленькое. Ну, думаю, раза 4 еще перелить придется. В таком плане. Итак, смотрите, вот мы слили первый баллон. Вот нефиля я все оставил. Это сейчас все вымоется, вычистится, выскоблится. Содой промоется, высушится. И вот это вот вино. Вот смотрите, оно уже первое осветленное. Чуть-чуть осветлилось. Я его в этот же баллон, ну просто тары у меня нету, чтобы все сразу сливать. То есть я перелил сюда, сейчас этот баллон вычищу, вымою и сюда же его перелью. Опять через фильтр, ну скажем так, еще один раз профильтрую, это уже будет второй раз. И опять поставлю на осадок. То есть, ну буду наблюдать, когда будет выпадать осадок. Вот. Можно для осветления использовать так называемую бентонитовую глину. Ее все используют. Это не химия, это такой адсорбирующий материал. То есть вино вы осветлите за один, то есть залили по консистенции, взболтали, 2-3 суток все село, все, больше фильтровать не надо, слили, убрали. Честно говоря, просто не нашел ее. Вино пора сливать, глину не нашел пока. Хотя есть она во всех магазинах, надо было заказать заранее. Ну, я таким образом делаю. Итак, друзья, вот после перелива у меня получилось 2 банки вот таких вина. Я их сейчас уберу опять на балкон. И будут стоять они у меня, наверное, уже с недельку. Пока опять осадок не сядет. Потом повторим тот же самый процесс. Мы в очередной раз снимем вино с осадка. Это будет уже последний раз. После прошлого раза я снимал еще 2 раза его. Осадка с каждым разом все меньше и меньше. Сегодня это будет окончательный.
Перельем его вот в такой бутыль и оставим в нем. Через недельку примерно я еще раз проверю на наличие осадка. И затем уже окончательно в отдельную емкость обкурим серой и перельем уже на долгое хранение. Это я все покажу. Итак, процесс тот же самый. Мальля в 4 слоя. Вино, свободная емкость. Сегодня 24 ноября, и мы заканчиваем процесс приготовления вина. Я показываю на примере одной банки. Значит, с осадком мы его слили полностью. Здесь уже осадка нет. Сегодня мы его, так сказать, исправим. То есть мы окурим серой конечную тару, в которой она у нас будет стоять, и перельем туда вино. Что это нам дает? То есть сера убьет все бактерии, которые находятся в банке, остановит отчасти, если какое-то брожение осталось в вине, вино остановит, там, ну как пишут, там, исправит все его болезни. Вино, оказывается, болеет иногда. Вот. Ну, придаст немножко вкус. Тут главное не переборщить. Если мы большое количество серы туда напустим, будет горчинка такая. То есть чуть-чуть, минимально, заполним чуть-чуть дымом и перельем. Ну, сейчас я все покажу. То есть вот такая приспособа у меня есть, которая опускается на дно баллона. Мы туда насыпем немножко серы. Обычная садовая сера продается в любых магазинах, где, ну, вот, для сада, огорода товары, удобрения, там всякие семена. Вот. Чуть-чуть насыпаем, ну, я не знаю, там, грамульку, кончик чайной ложки, скажем так. Ну, хотя, в принципе, можно насыпать сколько угодно, главное, туда дыма много не напустить. Вот. И поджигаем ее. Разгорается она не сильно быстро. Плавится сначала. Неудобно. Сейчас мы зажжем свечку сначала. Вот. Так попроще. Тут главное включить вытяжку, потому что запах здесь, конечно, не очень хороший. Ну вот, сера загорелась, мы опускаем ее в банку. Вот таким образом у нас банка наполняется дымом. И прикроем крышкой. Плохо слышно будет. То есть мы опустили туда горячую серу, банку прикрыли крышкой, и происходит наполнение дымом. Я сегодня без оператора снимаю, как бы не знаю, что получится, но должно получиться. Вот, идет процесс заполнения дымом. Если вам видно, банка наполняется. Так, ну вот уже дым пошел с горловины, вот этого будет вполне достаточно. Ну вот так вот банка там посидела, так сказать. Этого хватит. То есть мы вытаскиваем все это дело, это тушим. И просто наливаем туда вино. Из одной емкости в другую. Здесь можно не бояться, осадка уже нет. То есть вино пока наливается, оно, так сказать, вот, серу выдавливает из банки. Это называется исправить вино. По-научному сульфинизация.
Проще теперь вот так. Сильно не было запаха. Поставим сюда. Включим вытяжку. Смотрите, какой цвет. Цвет просто супер. Цвет, вкус и все остальное. Вреда никакого от этой серы нету. Это, ну, что ли, типа своего рода консервант, но он абсолютно безвредный. Как пишут. Ну, так, в принципе, все делают. Все виноделы так поступают. Вот. И под крышку. Вот это вино теперь мы убираем. Я уберу на балкон, закрою тряпкой, чтобы как бы в темном месте было. До Нового года пусть оно постоит. Можно употреблять молодым, конечно, но вот после того, как мы сделали, хотя бы 3 дня, 3-4, пусть постоит. Что еще? Здесь у меня не полно. Там у меня остатки еще вина такого же есть. Я его, ну, там еще 2 банки. Я его долью потом, когда там остальное все доделаю. Если у вас, то есть вы наполнили баллон под завязку, поставили на хранение, это важно. Отлили, например, пришли гости, отлили там литр, 2, сколько-то-нибудь, осталось место. Воздуха быть не должно. Нужно или разлить его по другим банкам под завязку, или можно закрепить. То есть, ну вот на 10 литров грамм 50 спирта вылить, спирт будет плавать пленкой сверху. Если наливать, шлангой проткнули ниже, налили сколько надо, спирт воздуху не будет давать. Но сразу изменятся вкусовые качества. То есть вино и спирт, понятно, как оно взаимодействует, хоть он и полностью не проникнет, но тем не менее. Вино киснуть не будет, но качество вкуса изменится и немножко оно станет подолбучей, конечно. Вот, все, на этом все. Наше вино готово. Я, например, этот баллон оставлю до Нового года. На Новый год распечатаем. Благодарю за внимание, подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного.